Круто! Побрила, круто! Итак, криптоэнтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. Есть сегодня очень хорошие новости. И чтобы быть в курсе всех событий, конечно же, подписывайтесь на телегу, потому как я там просто мониторю и очень быстро бросаю, если сигналы какие-то на покупку, на продажу, и все, чтобы не ждать, конечно же, утреннего обзорчика по крипторынку. Итак, у нас рост, и это, конечно же, нас радует. Ну, просто после такого огромного слива, ну, конечно же, нужен был быть рост какой-то. Нужно что-то манипулятору показать, какие-то зеленые пузырики. Ну, как говорится, дать какую-то прикормку. Итак, приток капитала небольшой у нас. На дневке у нас вот так вот все зазеленело. Правда, на месяце, смотрите, какие все красные пузыри. То, что там у нас дневка зазеленела, это такое. Итак, у нас есть сигнал на биткоине, то, что, конечно же, здесь у нас покупка. Мы рассмотрели то, что буквально 103 500 можно набирать лонговую позицию. Писал я в телеге и писал, конечно же, в закрытом канале. Кому интересно, есть закрытый канал. Не финансовый совет, это такое. Хотите, можете подписываться, хотите, можете не подписываться. Итак, здесь у нас формируется разворот, и на 4-часовике есть сигнал на покупку. Также у нас есть сигнал на покупку. Буквально, но здесь на дневке пока что нету сигнала на покупку. А на эфириуме у нас есть сигнал на покупку на дневке. Биток показывает немножко слабинку. Потому как, если мы посмотрим, то буквально здесь мы полностью проторговали фитиль. Опустились и конкретно здесь продавили биток. Здесь конкретно есть продавец на биткоине. Но эфириум в этот момент мы видим то, что он сформировал такой вот восходящий тренд. И на 4-часовике это очень четко видно. Здесь вот видно такая вот трендовая линия. Здесь у нас есть минимум, который был сформирован 11 октября. И есть еще один минимум, вот так вот, который был сформирован 17 октября. На 4-часовике здесь есть хороший сигнал на покупку. Также здесь сформировался и на дневке сигнал на покупку. Это очень хорошо. На дневке есть сигнал. И это будет, конечно же, смена тренда, и я надеюсь, что здесь эфириум пойдет, ну, на 4260 как минимум пойдет. Также на биткоине, если мы посмотрим на 4-часовичок, ну вот буквально пока мы начали писать видео, уже здесь получается 110 тысяч долларов за биточек. Если мы посмотрим на 4-часовичок, то у нас здесь есть нисходящий клин. Нисходящий клин, фигура нисходящий клин. И она, по всей видимости, будет, конечно же, отрабатывать. Данная фигура уже отрабатывает, потому как мы видим пробитие трендовой линии. И здесь есть некоторые цели по битку. Ну, как минимум мы можем сходить, снять здесь напряжение ликвидации на 112 и, конечно же, можем сходить на 113 800, но я думаю, что дотянут до 114 примерно вот сюда вот. Также у нас есть некое сопротивление по биткоину, которое уже находится в диапазоне 115 тысяч долларов и огромнейшее сопротивление 118 тысяч долларов. Нам нужно пока что потихонечку добраться, отработать вот этот вот сценарий. Две цели забрать. И тут уже нужно будет смотреть на консолидацию биткоина. Я думаю, что если у нас все будет хорошо, они здесь закрепят все это дело. Отрисуют какой-то боковик. Наберется обратно сила по биткоину. И дальше мы сможем с вами штурмовать вершину, конечно же. А вершина у нас на данный момент 126 тысяч. Ну, тут 500, там в некоторых биржах 400. В принципе, вот такой вот сценарий у нас может произойти. Будет ли такое или нет, мы, конечно же, пока что не знаем. Но мы знаем одно, что у нас еще октябрь не закончился, ставка у нас на носу, и это тоже должна новость отыграть. И, само собой,
ноябрь. А ноябрь, он по статистике самый положительный месяц для крипторынка. У нас немножко ситуация здесь исправляется, потому как мы видим небольшой рост по биткоину, и сейчас на данный момент минус 4,5%. Этот год у нас зеленой змеи, и следующий год будет огненной лошади. А огненная лошадь, это, конечно же, не очень хорошо, потому как это все красное будет. И я думаю, что в этом, конечно же, году нужно максимально покинуть рынок. И надеюсь, что у нас будет нормальный ноябрь зеленый, будет у нас не дрочабрь, потому как одна единственная надежда осталась на ноябрь. Дальше что-то ожидать, но многие сейчас говорят, что мы будем переносить это все дело на 26 год, на весну 26 года. Ну, криптоэнтузиастики, у нас есть цикличность, и биток уже все-таки по временному интервалу отрисовал все, что нужно было отрисовывать. Есть, конечно же, надежда, то, что у нас цикл немножко затянули, потому как даже это было видно и с разворотом эфириума. Хотелось бы, конечно, увидеть разворот эфириума намного раньше, но эфириум нарисовал днище днищенское в апреле месяце. И тут уже, конечно же, они затянули. Так что дай бог, ноябрь-декабрь у нас будет зеленушка, и нужно будет покидать этот рынок. Итак, здесь на дневке на эфириуме у нас похожая ситуация, но это очень хорошо видно на 4-часовике. Тоже мы видим клин такой вот. Правда, здесь у нас в другую сторону идет клин. Там у нас нисходящий клин, а тут у нас вот такое вот дело рисуют они. Дай бог мы все это дело пробьем. Отрисует на эфириуме двойное дно. Здесь двойное дно шикарно вообще видно. Острый конец, закругленный и, конечно же, to the moon. Потому как без to the moon этот рынок не может существовать просто-напросто. Дай бог, дай бог. По биткоину мы с вами рассматривали то, что у нас здесь может быть два сценария, и вот этот вот диапазон 118 тысяч долларов будет с сильнейшим сопротивлением, и мы можем с 118 тысяч долларов падать вниз. Это у нас будет отскок. Само собой, продолжение роста в диапазон 150 тысяч долларов. Просто здесь нужно было скинуть всех лонгистов, всех выбрить, ликвиднуть кедрони бабушки всех. И в принципе такие вот дела. Я надеюсь, что на этом у нас коррекция здесь закончилась. Позиции некоторые набранные. Будем ожидать. Посмотрим, что у нас получится. Что у нас по лонгам? Эфир относительно биткоина. Лонги здесь не набираются. Просто идет такой вот распил, волна, боковое движение и практически все. Я думаю, что, наверное, уже в этом цикле здесь ничего и набираться не будет. Ситуация очень сложная. Очень сложная. Многие, конечно же, в этот график не верят, но он отрабатывает вообще шикарно. Также DXY. Мы видим сегодня у нас 4-часовичок. Открытие 20 октября. И мы видим то, что здесь идет падение. Это хорошо. Это хорошо. Потому как нам нужен слабый доллар. И нужно успеть накопить зеленые хрустящие бумажки. Конечно же, можно накапливать стейблкоины, а лучше всего накапливать зеленые хрустящие бумажечки. Потому как медвежка 26 год нужно будет откупать биток. И по сообщениям, в защекабре хороший профит будет. Ну, блин, хорошо, что вы меня поддерживаете. Эх, как же хочется 40-м плечом встать по эфиру. Ну, вот как раз же манипулятор и добился этого всего. Здесь у нас есть один испанец, горячий испанский стыд. Братан, даю последний совет. Дальше писать не буду. У тебя максимум 2 недели, чтобы покинуть этот рынок. Вот, блин, как интересно все. Когда рынок растет, все говорят, что биток будет 200 тысяч долларов, эфириум будет 20 тысяч долларов. Когда рынок падает, все говорят, что нужно все продавать. Не волнуйся, будем мы продавать, будем мы продавать. И интересный момент, да, смотрите, многие говорят и вангуют то, что эфириум будет у нас 20 тысяч долларов в этом цикле, да. Если мы открываем недельный график, хочу вам интересный момент показать.
И отметочку поставим мы 20 тысяч долларов. Даже хотя бы 10 тысяч долларов, да. Это, смотрите, нам нужно, если у нас будет 10 тысяч долларов в этом цикле, то нам нужно, чтобы эфириум каждую неделю прибавлял по 1000 долларов. Это экспоненциальнейший рост, просто параболический рост. Каждую неделю, вот у нас свечечки, и каждую неделю мы должны прибавлять по 1000 долларов. Если мы возьмем вот так вот шаблон бары, вот этот вот участок, да, выделим. Здесь мы прибавляли даже не каждую неделю, но по 200 долларов примерно прибавляли с апреля, да, то тут мы дотянемся только на 7000 баксов. И это будет у нас примерно, смотрите, 20 апрель 2026 года. Это полгода роста, Даже если мы возьмем не полгода роста, а примерно вот это вот 2 марта. 2 марта 7000 долларов, да. И тут у нас свечи, ну смотрите, вот мы за недельку росли 43%, да. Это мы выросли на 790 долларов. Вот, проторговка. Здесь длительный период времени были проторговки на самом днище. То мы никак не можем быть в конце года 20 тысяч долларов. Это бред сивой кобылы. А бред сивой кобылы будет, конечно же, приструнен красным конем 26 года. Вот что. Так что нужно быть очень внимательным. Мы не можем здесь за короткий период времени дать 20 тысяч долларов. Ну, смотрите. Это просто, ну, вот так вот. Должна быть такая вот парабола. Вот так вот. Фух, и улетели мы. Это палками. Мы уже должны палками расти. Если мы за эти 2 недели хотя бы там, ну, вырастим к верхней части вот этого вот флага бычьего, ну там на 4400, да, уйдем, то ну как мы можем даже за ноябрь, за декабрь, ну, уйти на, ну, это просто бред. Мы уже должны просто вот так палками лететь. Фух. Мы здесь мурыжимся. Время уходит, а мы мурыжимся. Ну, роста нету. Как бы ты ни крутил бы, как бы ты ни хотел бы. Да, конечно же, если эфириум придет в диапазон 5000 долларов, я уже буду сбрасывать какую-то часть позиции. Вот. Посмотрим, в принципе, понаблюдаем. Вот у меня стейкинг выходит с эфириума. Осталось еще пару дней. И будем лупашить по стакану. В принципе, вот так вот. Битка нету. А эфир можно ударить по стакану. Цели, конечно же, 7000 остаются актуальные, но они остаются актуальные, если у нас будет здесь парабола, как некоторые говорят. А парабола у нас может произойти, но даже вот если взять 21 год по эфириуму, да, парабола пошла, откат, парабола. Но если не будет роста по биткоину, то никакой параболы у нас не будет. Да, у нас есть раскорреляция на рынке. У нас есть раскорреляция. И биток растет, альта падает. То в принципе здесь мы даже видим то, что ну просто уже ну куда здесь. Медвежья дивера отрисовал биток, мы это рассматривали. Ну просто слабеет биточек и все. Вот что. Ну, посмотрим, что у нас дальше получится. Конечно же, нагнетать негатива мы не будем. Но если даже взять и вот этот вот участок времени, да, вот когда у нас там 22 марта по 17 мая, да. Ну, короче, крупный игрок, что я хочу вам сказать. Просто-напросто вот этими своими манипуляциями он убил крипту. Убил кедрони бабушки. Потому как кто больше будет сюда, в этот вялый рынок, нести бабло? Ну кто? Кому? Зачем оно нужно? Если можно даже ту самую фонду покупать. Просто там нужно верификацию проходить, регистрацию, одобрение. Да блин, да даже металлы покупай. Даже чермет бери, покупай, и то больше иксанешь за 4 года, чем здесь вот в этом крипторынке. Притом риски какие, да?
Огромнейшие риски. Если ты покупаешь серебро, там какие-то монеты накапливаешь, что они у тебя есть, ты вот держишь их в руках. Ты не обнулишься. А здесь просто обнуление. С такими рисками, ну, без нормальной эйфории, без пампа, смысл с этого рынка я вообще даже не вижу. Вот чисто так вот подумать, это не то, что там, ну, здесь просто тупо инсайдерская торговля. Инсайдов ни у кого нет. Если взять, допустим, пост слез Сатоши от 23 года, а это у нас был, в принципе, январь, ноябрь, вот здесь вот, в принципе, в декабре это было, где-то там числа, так может быть, 10 декабря, он говорит, типа, нужно покупать USTC. Буквально через день памп на 7 иксов. Да, казалось бы, человек, у него есть инсайды, он катается по миру, он имеет инсайды, залетаем в приватку. Но в дальнейшем все его остальные покупки не давали никакого результата, кроме Тонкоина, который там дал буквально 3 икса. Ну, может быть 4, там, с $2 на 7 улетел. И все. Все остальные покупки, посты, просто лютый промах. Даже буквально вот в феврале 2024 года пост по поводу USTC тоже промах. Berachain тоже промах. Все, нету инсайдов ни у кого. У него, может, еще и был инсайд по поводу Nero, но он ним не поделился. Это был сентябрь 2024 года. Вот что. Кроме инсайдов на этом рынке нету никаких больше возможностей заработать. Так смысл с этого рынка, если ты покупаешь какой-то альткоин, а он просто-напросто в моменте тебя обнуляет и показывает минус 85%. Здесь нет смысла сидеть. Нет смысла сидеть. И если мы не увидим нормальное движение на крипте, даже тот самый биток там 135 пускай будет, да, ну, P-Cycle Top показывает там 200 тысяч долларов, но 200 тысяч долларов это нужно какое движение, чтобы было на битке. Это уже мы должны лететь. Мы уже должны лететь. Мы должны прибавлять здесь. Просто рост должен быть колоссальнейший. Потому как у нас же есть какой-то временной интервал. Да, пускай там растянули цикл там на 2 месяца, да, на полгодика. Но если даже и на полгодика, то мы уже должны лететь просто палками какими-то. Просто палками. Если мы открываем недельку, то вот 160, да, возьмем 160, допустим. Вот возьмем какую-то параболическую фазу роста, вот эту вот возьмем с 21 года. Вот так возьмем этот участок времени. Вот сейчас многие тоже вангуют 200 тысяч долларов, да, там. Ну, вы же этих блогеров смотрите, конечно же. Это не вангует. Вот мы возьмем этот шаблон бара и сюда вот так вот прилепим. На 163, да? 163. Это недельный график. Вот как раз он сюда вот четко лепится. Вот на 163. И мы каждую неделю должны расти. Это 21 год. Это реальная парабола. Смотрите, парабола реальная. Рынок тогда был намного меньше капитализации. И раскачка была четкая здесь. Сейчас рынок намного тяжелее, и это уже намного сложнее сделать. То мы сюда придем только 20 апреля 2026 года. Но у нас цикличность же есть на рынке. Логически подумать, что что-то здесь у нас сломалось и что-то не то. Этот рынок просто больной, наверное, да. Что здесь можно анализировать, если у нас есть цикличность и мы уже должны были расти, ну, буквально вот, ну, с апреля, да, с апреля мы бы выросли. Вот, допустим, мы пошли на рост, скорректировались конкретно, и с апреля мы сюда вот выросли бы на 160 тысяч долларов. Но мы этого не видим. Мы этого не видим. И все. Это говорит о том, что все, рынок сдох нахрен. Дохлая кошка, отскок дохлой кошки. Вонючей дохлой кошки отскок. Все. И в дальнейшем я, например, не вижу смысла с этого рынка. Смысл в этом рынке. Да, конечно же, если ты там зашел, допустим, чисто на дне в биток, перелился в эфириум в торговой паре, и то навряд ли ты об этом сделал бы, потому как большинство участников рынка набрали альткоины. Вот. Здесь бы ты там где-то там накопил бы биток, чисто один биток, и перелился в эфириум там на самом днище, когда у нас был эфириум там
в апреле 2025 года, и то никто не досидел бы до этого момента. И все, вот тебе все инсайды. На битке ты берешь, допустим, 4, в среднем 5 иксов. Здесь на эфириуме ты берешь примерно 2-3 икса, потому как ты здесь тоже не досидел бы до самого дна. Я, например, переливался осенью, то тут у тебя 196%, да. Ну, в пике было там 200% роста. Все тебе инсайды. Ну, альткоины, если у тебя есть какие-то в портфеле, там, даже существенный какой-то процент, 10% даже, они просто обнулили твой вот этот вот заработок. Даже 10%. Я вот говорю, что вот зуб даю, 10% альткоинов обнулили тебя. Потому как ты там бы получил бы не только просадку, но и пачками делистинги. Просто пачками делистинги. И все. И все. И на этом, можно сказать, существование этого рынка заканчивается. Потому как у нас нету этой параболы. А сидеть на фьючах торговать, лудоманить. Ну, мы буквально от 10 октября увидели, какие будут результаты. И всех участников рынка выбрали. То, что там биржи что-то там раздавали. Там, ну, это все прикормка. Там, кому там что там раздавали, дали 30% от того, что потеряли. Ну, смысл в этом всем, а не рвотрепка. Но я думаю, что вы сидели на фьючах, вы знаете, как это все дело происходит. В принципе, вот так вот. Под конец я вам рассказал мысли, какие могут произойти на этом рынке. И если мы будем расти, то мы должны уже, ну, даже с текущих расти. Пускай у нас там биток 130 тысяч долларов, эфириум там 7 тысяч долларов, да. И на этом, можно сказать, до побачення, телебачення. Вот так вот. Потому как в дальнейшем смысла с этого рынка я не вижу. И если мы не увидим даже 130 тысяч долларов в этом цикле и эфир по 7 тысяч долларов, можно поставить жирнющий, огромнейший крест. Вот как значок, например, XRP. Да? Вот такой вот крест можно поставить, как на значке XRP. И сказать аливердерчи. В принципе, вот так вот. Я думаю, что данная информация вам будет полезна в ваших дальнейших размышлениях. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Есть ссылки в описании под видео на телегу. Запрыгиваем. И всем пока. Желаю всем мирного неба.